Приветствую вас, друзья! Хотелось сегодня сказать пару слов о такой наболевшей для всех теме, как чистка монет. То есть меня знакомые об этом спрашивают, вижу, люди в интернете об этом говорят. И у меня как раз оказалось несколько монет, на которых это можно продемонстрировать. Вопрос, конечно, касается в основном начинающих нумизматов, потому что опытные люди, которые давно занимаются коллекционированием, прекрасно в этом разбираются. Но для начинающих есть очень много вопросов. Так как монеты у нас имеют достаточно длительную историю, они, как правило, покрыты патиной. То есть, видите, да, вот эта монета, на ней такая радужная многоцветная патина. В данном случае она совсем не портит монету, она ее украшает. Но достаточно часто на монетах образуется очень некрасивая, черная, неравномерная, пятнами патина, которая, ну, на мой взгляд, монету портит. Такую грязную, некрасивую монету держать в коллекции просто неприятно. Конечно, возникает вопрос о том, что этой монете нужно придать нормальный, красивый вид. Но для этого, конечно, надо все эти окислы, патину, грязь, на монете и грязь образуется за многие годы, нужно ее убрать. Неопытные коллекционеры, начинающие коллекционеры делают это самым простым доступным способом, используя подручные материалы. На просторах интернета часто гуляет информация о том, что можно взять зубную щетку, зубную пасту, почистить монету, убрать с нее всю грязь. Она будет сиять, блестеть. Ну да, в какой-то степени она будет сиять и блестеть. Но не так все просто. Вот у меня лежит монета, которая имеет, ну, в принципе, здесь все монеты в штемпельном состоянии. То есть хороший штемпельный яркий блеск. И если бы все было хорошо, то эту монету можно было бы отдать на слабирование. И монета, я думаю, получила бы хороший грейд. То есть МС-63 как минимум бы она получила. Но если присмотреться получше, сейчас я вот сделаю увеличение, и повернуть монету медленно под углом к свету, то мы увидим, что монета покрыта достаточно большим количеством, я бы сказал, огромным количеством мелких волосообразных царапин, которые пересекают не только поле монеты, но и рельеф. По портрету Вильгельма едут эти царапины, едут они по всему полю. То есть это вот следы такой чистки. То есть кто-то взял, скорее всего в данном случае взял губку или тряпочку и попытался убрать патину, которая образовалась когда-то на монете, или следы грязи, путем трения. А что такое патина? Патина – это соли, которые образуются на поверхности металлов. Соответственно, там есть и кристаллики. И когда человек берет тряпочку с самыми благими намерениями, желает придать монете первозданный вид, убрать все то, что ему не нравится, на самом деле он срывает эти кристаллики и этими же кристалликами начинает вместе с тряпочкой протирать монету. Ну, соответственно, глянцевая поверхность металла повреждается, штемпельное его состояние. И образуется на монете достаточно много направленных царапин, которые уродуют монету. Монета приобретает вот такой нехороший вид. Изначально без царапин монета была в хорошем штемпельном состоянии. И, естественно, по любому каталогу была бы в разряде дорогих монет. То есть в том разряде, где находятся монеты в качестве UNC. Но после вот такой чистки эту монету уже можно переместить смело в разряд X-Fine или Very Fine, потому что, конечно, она уже не соответствует высоким качествам. Она поцарапана, ее поверхность испорчена, и такая монета уже не может стоить столько, сколько она стоила до подобной процедуры. Возьмем еще одну монету. Тоже монета выглядит красивой, штемпельной, яркой.
с обеих сторон. Но опять же, если мы ее рассмотрим гораздо ближе, то видно, какое огромное количество направленных горизонтальных царапин имеет монета. При данном угле освещения видно только нижнюю часть, нижнюю половину монеты, покрытую царапинами, хорошо. На верхней примерно то же самое. Просто при данном освещении у меня лампа сверху, вверх хуже видно все эти царапины, внизу их видно намного лучше. Так вот, тоже вот те же самые следы чистки. Кто-то тоже попытался реанимировать поверхность монеты, ну а результат получился плачевный. И, к сожалению, таких случаев достаточно много. Люди несознательно портят монеты, не желая, конечно, этого. Но вот то историческое наследие, которое к нам доходит в виде ярких, красивых монет, очень часто люди по незнанию превращают в никому не нужный металлолом, хоть и имеющий штемпельный блеск. Еще бывает ситуация, когда на монете есть следы чистки штемпеля. Сейчас постараюсь это показать на этой монете. Видно очень хорошо горизонтальные направленные полоски, которые идут от края монеты через буквы в районе цифры 1. Ну, они в принципе есть по всему полю. Вот вверху между буквами они есть. Но особенность этих линий в том, что это не царапины, которые оставляются с помощью чистки монет, а это царапины, которые получил штемпель при чистке. Так как штемпеля по мере их работы забиваются частичками металла, ну и соответственно на них образуется достаточно много всяких бугорков, и эти бугорки, естественно, оставляют оттиски на монете и портят ее поле. Поэтому на монетных дворах самым банальным грубым способом, щеткой, чистили штемпеля от остатков металла, чтобы они не портили поле монеты. Но штемпеля приобретали царапины, ну и, соответственно, при оттиске на монете эти царапины трансформировались в следы на монетах. То есть получались такие рельефные полосы, которые, в отличие от царапин, имеют рельеф, то есть они выступают над полем монеты. И, соответственно, они очень хорошо работают со светом и, как вы видите, все время находятся в ореоле света. Вот это вот чистка штемпеля. То есть, если на монете имеются вот такие следы, это никак не повлияет на грейдинг монеты. И если вы такую монету отдадите на грейдинг, то если она имеет хорошее состояние, она не имеет повреждений, не имеет износа рельефа, то вот эти царапины абсолютно никак не повлияют на то, какой грейд ей дадут. То есть, так как монета в первоначальном состоянии после штемпеля имела такой вид, с вот этими следами штемпеля, чистки штемпеля, то, соответственно, она считается идеальной. Хоть они и видны, эти следы. Так отличаются следы чистки штемпеля от чистки монеты, которую делают механическим способом. Поэтому не путайте, кто не знает. Кто знает, те уже не спутают. Хотя вот на этой монетке тоже есть небольшие царапинки волосяные. Они идут диагонально, справа налево, сверху вниз. И их вот сейчас вот при вот этом свете немножко видно. Ну, то есть это следы времени. То есть я не скажу, что эту монету чистили, нет, ее не чистили, но небольшое количество таких волосяных царапинок в принципе имеется на каждой монете, даже в очень хорошем состоянии. Потому что все-таки монетам очень много лет, они прожили достаточно длительную жизнь, и, соответственно, во время этой жизни их кто-то брал руками, куда-то клал, откуда-то вынимал. Соответственно, они получали вот такие травмы небольшие, царапинки, ударчики. Теперь давайте посмотрим еще на одну монету. Вот тоже хорошая, яркая, очень красивая штемпельная монета. И эта монета, да, она имеет следы времени. У нее есть небольшие
мешковые забойчики, небольшие царапинки, есть даже легенькие маленькие ударчики, но здесь нет большого количества направленных волосяных царапин, которые бы говорили нам о чистке. Поэтому вот такая монета получит высокий грейд, если она в хорошем состоянии, и если даже на ней имеется не какое-то небольшое количество механики, такой легкой очень. Но главное, чтобы на монете был цел рельеф. То есть если нет потертости рельефа, весь рельеф сохранен, как из-под штемпеля, то, соответственно, монета получает хороший высокий грейд. То есть все детали, нигде ничего не должно быть стерто. Тогда монета будет достойна высокого грейда, и я думаю, грейдинговая компания, не задумываясь, присвоит монете хороший грейд. Если же монета будет без чистки, если на монете будет хороший штемпельный блеск, но будет потерт рельеф, монета высокий грейд не получит, потому что это считается износом, а раз монета имеет износ, она, соответственно, не может считаться идеальной монетой, не может считаться монетой с высоким качеством. Поэтому смотрите не только на чистку, смотрите еще на целостность рельефа. Очень важный момент. Также хочу сказать, что на монетах иногда бывает небольшое количество волосяных царапинок, которые остаются на рельефе как следы времени, но не следы чистки. Таких царапинок на монете достаточно мало, но они могут быть. И в данном случае этой монете присвоен грейд MS62, хотя на ней кое-где есть такие царапинки. Но они не имеют вот такой радикальной формы, как на первых двух монетах, которые я вам показывал. Берегите свои монеты, не нужно их чистить механическим путем. Для этого есть достаточно большое количество всевозможных жидкостей, которые выпускаются промышленным способом. И разработанные жидкости специально для нумизматических целей. Они сделаны для разных видов металлов. То есть есть жидкости для серебра, есть жидкости для золота, для латуни, для никеля и так далее. И, соответственно, купив нужную жидкость для нужного вида монет, вы в этой жидкости моете монету. Там есть такая специальная корзиночка, вы кладете туда монету, опускаете в баночку, делаете несколько вращений, обычно 10-20 секунд. Достаточно для того, чтобы снять патину загрязнения с монеты. И после этого монета у вас выглядит красиво и возвращается в то первозданное состояние, которое было на монете до того, как на ней появилась патина. И, соответственно, ваша монета становится опять красивой, опять желанной в вашей коллекции. Поэтому пользуйтесь только такими средствами и никогда не чистите монету тряпками, щетками, губками и так далее. Надеюсь, тему мы обсудили достаточно объемно, с примерами. Поэтому, если есть какие-то у кого-то вопросы, кто-то с чем-то не согласен, пишите в комментариях. На этом все. Всем желаю удачи, желаю только качественных, красивых монет и до новых встреч!